Однажды в Италии на дороге столкнулись шикарный BMW последней модели и Фиатик 500, брат-близнец запорожца. Разошлись краями, но машины повреждены изрядно. Дорожную полицию не вызывали, когда такое дело и так понятно, кто виноват, всем, кроме водителя Фиата, который слезает со своей табуретки и кидается с руганью и неприличными предложениями на хозяина BMW и ее водителя. Темпераментный поклонник итальянского автопрома не просчитал, кто перед ним, а были это очень большой босс сицилийской мафии с членом своей личной десятки. Оба вооружены, надо ли рассказывать, что было дальше? Надо, потому что вы не догадаетесь. Бледный от ярости пассажир БМВ достает из кармана пачку купюр. Отдает их хозяину второй машины и, едва сдерживаясь, требует убраться с дороги, а то он за себя не ручается. Возможно, через много лет владелец 500-го таки понял. Тогда на дороге судьба свела его со Стефано Бонтате, главой мафиозного клана Вилла Грация. И, может, только благодаря повадкам хищной птицы, не бьющей добычу зря, за которые босс и получил прозвище «Сокол», оказавшийся не в то время, не в том месте лох, и остался тогда жив. А может, благодаря законам людей чести, суровым, но справедливым. Говорят, за железное следование кодексу Коза Ностры и поплатился жизнью сам Бонтате. Так ли это судить вам, но остается фактом, что убили Сокола против всяких понятий. В войне, где он пытался играть по правилам, однажды в Италии. Стефано родился 23 апреля 1941 года, и жизнь его обещала быть безоблачной. Его семья, крупные землевладельцы, еще недавно бывшие простыми крестьянами, но сказочно разбогатевшие стараниями отца. Франческо Паоло Бонтате, Дон Паолино Бонта, человек в округе весьма уважаемый. Не просто глава мафиозного клана района, но один из наследников самого Калоджи Равицини, безраздельного хозяина всего Палермо. Все официально, передача власти оформлена как положено, чтобы все были в курсе. Новые короли на похоронах не просто идут ближе всех к гробу старого, но и держат в руках украшающие этот гроб траурные кисти. Власть Дона Паолино держится не на страхе, все признают, что кровожадность не в его характере. Крестный отец в те благословенные времена – это прежде всего уважение, и Паоло Бонтате умеет его внушить не только, так сказать, младшим по званию, но и гражданским. Даже за глаза его никто не назвал бы бандитом, а его компании не чураются и сливки палермитанского общества. И вот такому человеку наш герой доводится сыном, причем старшим. Так что судьба его как наследника престола была предопределена фактически с рождения. А впрочем, Стефано на родителя, конечно, надеется, но и сам не плашает. Авторитет зарабатывает далеко не только как папенькин сынок. Учился он, правда, с линцой. Усидчивость и дисциплина никогда не входили в число его добродетелей, но, тем не менее, закончил лицей, где освоил весьма пригодившийся впоследствии французский язык. Остальной культурный слой Стефано каким-то образом создал сам. Вполне справляясь с поддержанием имиджа не нувариша, но воспитанного армией гувернеров-аристократа. Безупречный стиль, изысканные манеры, прекрасная речь. Он любил, когда его называют принцем Виллы Грация, хотя никакого титула у него, понятное дело, не было. Зато было умение блеснуть богатством, и в салонах высшего общества Палермо он всегда желанный гость. К тому же удачно женился. Мария Терези тоже, конечно, не принцесса, но и деньги у ее отца крупного промышленника имеются. Да и связи с аристократией поддерживать она умеет. Деньги к деньгам. В 27 лет он получает наследство от дяди цитрусовую плантацию и начинает торговать фруктами, хотя на самом деле это лишь прикрытие для основного бизнеса контрабанды сигарет. Плюс строительные спекуляции, плюс с какого-то момента наркотрафик. Говорят, Стефано Бонтате был против наркотиков, но когда Коза Ностра вышла на этот рынок, поперек течения грести не стал. Так что, как опять же говорят, вместе с другими участниками уже просто не знал, куда девать деньги. В общем, на жизнь Стефано Бонтате не жалуется и наслаждается ею по полной. Живет как настоящий принц. Носит одежду и часы дорогих марок, не мыслит жизни без охоты и обожает шикарные машины, ездить на которых ему приходится очень много, ибо у Сокола аэрофобия. Пунчуту, крещение кровью, Стефано принимает 18 лет, почти сразу же становится заместителем отца, главы клана Вилла Грация.
А когда молодому наследнику было всего 23, Дон Паулино, тяжело болеющий диабетом, совсем отходит от дел, и его старший сын становится боссом официально. Должность непростая, но Сокол справляется. Никто и никогда не попрекнул его в том, что он получил свои привилегии только благодаря отцу. И хотя не в пример Бонтате-старшему Стефано скорее сдержанный и закрытый, все признают его очень приятным в общении человеком и отличным, несмотря на молодость, боссом, мудрым, сильным, не жестоким, но решительным. Вот еще эпизод, рассказанный одним из вернейших людей принца Анджело Сиина. Однажды Коза Ностра взялась уладить проблему, возникшую у коллег из Ндрангеты, с одной неудобной свидетельницей, опознавшей того, кто не хотел, чтобы его опознавали. Посол, которому босс поручил разговор с глазастой сеньорой, вдруг заортачился. «Да что мы теперь еще и этим занимаемся?» «И Бонтате?» — сказал Вабене. «Хорошо. Не хочешь заниматься ерундой, решим проблему радикально. Сейчас дам поручение киллеру, и свидетельницы обломают рога по самую шею». В общем, переговорщик то ли пожалел даму, то ли сообразил, что смерть ее никому не поможет, а надо, чтобы она отказалась от показаний. Много времени и усилий в итоге не потребовалось. Все было улажено при помощи обычных разговоров за пару часов, и это с учетом времени, потраченного на то, чтобы успокоить рассвирепевшего шефа. Кстати, знаете, чем задабривал? Мороженым. Да, сеньоры, мороженым. Проштрафившийся подчиненный метнулся к ближайшему лотку и принес вооруженному сицилийскому боссу в ярости эскимо. Впрочем, вряд ли кто-то кого-то и впрямь собирался убивать. Скорее, это был воспитательный процесс от жесткого, но не жестокого руководителя. Вот за это Бонтате и прозвали Соколом. Зоркий глаз, холодная голова, выверенные броски. Высокий полет. Но этот Сокол хотел летать еще выше. Никто точно не знает, какие он ставил себе цели, но что пределов он ставить не хотел, догадывались многие. Стефано Бонтате был честолюбив. И почему только людям, в отличие от птиц, всегда бывает мало? Ему мало было быть принцем Виллы Грация, он хотел быть королем. Не всего мира, конечно, но, по крайней мере, своей его части Сицилии. Причем Сицилии свободной. Как и его отец, он был сепаратистом и выступал за отделение региона от Италии. Ему было недостаточно посещать светские рауты, где рождаются самые свежие сплетни. Он хотел без стука входить туда, где принимаются самые важные решения. Для этого Сокол не только сам вступает в нелегальную масонскую ложу высшего уровня Петри, но и настаивает, чтобы самые близкие его соратники тоже входили в этот круг и собирали там информацию. У Бонтате связи на высшем уровне политики. Он общается с самим Джулио Андреотти, трижды премьером Италии. Сильвио Берлускони, с которым у него очень теплые, почти дружеские отношения, он оказывает весьма ценную услугу. По его просьбе ндрангетисты, соседи из Калабрии, отказываются от идеи похищения сына Берлускони. А тот, в свою очередь, дает Бонтате уроки большого бизнеса. Построить 200 домов все равно, что построить 2, только доход в 1000 раз больше. С 70-го года Бонтате, которому всего 30, вместе с Гаэтано Бадаламенти и Лучано Лиджи образуют триумвират. На тот момент высший орган управления Коза Ностры, решающий все и за всех. Некоторые считают, что это и стало началом его конца, потому что Сальваторе Риино, хоть и фактически входивший в триумвират через свою марионетку Лиджи, слишком любил власть, чтобы вообще хоть с кем-то ее делить. А уж с тем, кого он считал молодым сопляком, баловнем судьбы с рождения, имевшим все, что деревенскому мальчишке Тото приходилось выгрызать зубами. Ирина плетет вокруг Сокола свою сеть. Когда в 71-м были арестованы и Бонтате, и Бадаламенти, дядюшка Тото, по сути единственный член триумвирата, оставшийся на свободе, пользуется моментом, чтобы уронить авторитет двух других боссов. Он не просто организует похищение на Сицилии, что противоречит решению, принятому триумвиратом. Под ударом оказываются именно те люди, которым Бонтате и Бадаламенти гарантировали защиту лично. Когда в 74-м наконец восстанавливают парламент Коза Ностры комиссию, авторитет Бонтате и Бадаламенти уже пошатнулся, но Риино на этом не останавливается. По его воле организовываются убийства, но таким образом, чтобы подозрения упали именно на крышу. В 77-м убит корлеонцами полицейский Руссо. На территории Бонтате без его ведома и практически против его воли. Взбешенный Бонтате проводит внутреннее расследование, но когда предъявляет обвинение одной из марионеток Риино Микеле Греко, тот отвечает ему что-то вроде «Да ладно, Стефано,
Чего ты из-за ерунды завелся? В конце концов, это всего лишь сбирра. Коп. В 78-м похищают и убивают уже не полицейского, а бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро. Похищает не мафия, а красные бригады, но Бонтате, который подключается к попыткам спасения политика, и для себя обнаруживает массу интересного. Оказывается, что наработанные им политические связи уже не его, а Пиппо Калло. Попытка перевести Томмазо Бушетто в тюрьму к бригадисту, чтобы попытаться уговорить его дать команду своим, проваливается. И великого переговорщика Коза Ностры переводит совсем в другое место. А срывается операция, затеянная Бонтате, оказывается, опять-таки по воле Калло. Оказывается, что Калло, серая ворона, вообще знает гораздо больше Сокола Бонтате. И это Сокол еще не в курсе, что имя Калло тоже давно уже надо читать как Риина. А потом Риина и вовсе обвиняет Бадаламенти и Бонтате в том, что делал за их спинами сам в организации убийства без согласия комиссии. Престиж обоих к тому времени уже изрядно расшатан, но когда вопрос поставили на голосование, Бонтате все же устоял. В основном благодаря вмешательству прибывшего специально из Штатов босса Антонио Соломоне. Он согласен на смещение Бадаламенти, но не хочет, чтобы убрали и Бонтате, так как считает, что Сокол единственный, кто сможет противостоять корлеонцам. И Бонтате, за которым на тот момент была целая армия, остается в комиссии. Хотя на заседаниях его практически не слушают, ведь большинство там теперь все равно составляют союзники Сальваторе Риины. А на стороне Бонтате остались только Инзерилла и Джиджино Пиццутто. Нет, Бонтате не наивный дурачок, что происходит он прекрасно видит, и что Риину нужно любой ценой остановить тоже понимает. Вот только позволить себе действовать против взорвавшегося корлеонца его же методами Сокол не может. Потому что нельзя заставить уважать кодекс чести, вытерев об него ноги. Даже если нужно наказать того, кто это уже сделал, особенно если. Бонтате строит свою власть не на страхе, как Риина, а на уважении, поэтому должен действовать по правилам. Просто послать киллеров к Риине нельзя, для того, чтобы убрать босса, нужно решение комиссии. И тогда в 81-м разрабатывается план – позвать дядюшку Тото в гости, вместо обеда вынести ему приговор, который тут же привести в исполнение, причем застрелить бешеного зверя должен будет лично Бонтате. Вот только он не знает, что Микеле Греко, прозванный папой за принятую на себя роль мудреца и миротворца, давно уже вместо того, чтобы быть посредником между враждующими сторонами, просто стучит. Тем, кого считает более сильными, на тех, кого уже отнес к проигравшим. Предупрежденный Микеле Греко Сальваторе Риина на обед не явился, сказался больным, послал вместо себя другого, Рафаэля Ганчи. Многие считают, что в этом и состоял промах Сокола, он недооценил Риину. Может и так. Может, если бы Бонтате знал, что Короткий развяжет реальную войну, что будет она не до первой крови, а до последней, и что сам Бонтате падет в самом начале этой войны, он забил бы на вопросы чести и пристрелил бы Риину, не церемонясь, при удобном моменте, как это и делают с бешеными зверьми. Многие считают, что в этом и состоял промах Сокола, он недооценил Риину. Может и так. Может, если бы Бонтате знал, что Короткий развяжет реальную войну, что будет она не до первой крови, а до последней, и что сам Бонтате пойдет в самом начале этой войны, он забил бы на вопросы чести и пристрелил бы Риину, не церемонясь, при удобном моменте, как это и делают с бешеными зверьми. Но лично мне кажется, что главная ошибка Бонтате была в другом. В 80-м году, незадолго до этих событий, он в очередной раз встречался с Джулио Андреотти, к тому моменту побывавшим на посту лидера государства уже дважды и претендующим на третий раз. Политик поинтересовался, чем вызвано недавнее убийство людьми Коза Ностры главы региона Сицилия Пьерсанти Маттареллы. Маттареллу убили по приказу Риины снова в обход Бонтате, может, поэтому он и потерял самообладание от вопросов. Короче, Бонтате, забывший в гневе все свою обычную сдержанность и любезность, не стесняясь в выражениях, объяснил Андреотти, что власть – это мафия, и что если захотят, они в секунду переизберут всех, кого посчитают нужным. Вряд ли Андреотти и сам этого не знал, но кого бы выбрал холодный и расчетливый политик? Риину, которого большинство воспринимают как страшного деревенского сумасшедшего, хоть и помешанного на власти, но дальше сицилийских берегов ее не видящего? Или Бонтате, уважаемого члена высшего общества, претендующего на роль в геополитике и позволяющего себе заявлять о том, что кукловод в данной ситуации – это он?
Кстати, мнение о том, что Риной манипулировали власти и спецслужбы, высказывали и некоторые мафиози, в частности, Гаэтано Бадаламенти. Так что, возможно, проблема не только в том, что Бонтате был главным столпом и оплотом лагеря противников Риины. При аэродромах часто держат хищных птиц, чтобы они отгоняли других. Их специально учат и выпускают в воздух по согласованию с диспетчерами. Возможно, Бонтате не подумал, что случится с Соколом, если вместо того, чтобы расчищать самолетом дорогу, он сам попытается подрезать борт номер 1. Или подумал. Во всяком случае, бронированную машину Альфа-Ромео 2.0 заказал, но ее не успели доставить вовремя. А впрочем, как показали испытания на витрине ювелирного магазина, Калашников такое стекло пробивал, и это был первый случай, когда Коза Ностра применила этот автомат на практике. Хотя, конечно, не только автомат позволил Риине справиться с такой фигурой, как Бонтате. В тщательной в течение нескольких недель подготовки были задействованы люди, которым Сокол доверял, и прежде всего его родной брат Джованни. Никто чужой не должен был знать о передвижениях Бонтате и не знал, но и среди самых близких нашелся предатель. Это было 23 апреля 1981 года, Стефано Бонтате в этот день исполнилось 40 лет. Чтобы не подставлять под удар родных, он день рождения отмечал не дома, а за городом, в обстановке строжайшей секретности. Первую машину ведет Стефано Ди Григорио, один из личных водителей Бонтате. Следом, в метрах в 100, на новый только из салона Джульетти 2000, за рулем сам босс. На светофоре Ди Григорио успевает проехать, а Бонтате останавливается. Когда водитель понимает, что потерял из виду вторую машину, он возвращается и находит ее на обочине. А самого шефа, завалившимся на бок на сиденье рядом с водительским, и со снесенной вдребезги примерно половиной головы, так что искусственное дыхание делать некуда. Увидев эту картину, Ди Григорио быстренько сваливает с места убийства, и хотя в его версии кое-что вызывает вопросы, но задать их некому. В 85-м его отравили. Впрочем, вряд ли его ответы что-то существенно изменили бы. Спустя несколько лет, со слов сотрудничавших со следствием бывших мафиози, картину происшествия установили довольно точно. На светофоре, где Бонтате выезжал из узкого проулка на Кольцевую, машину зажали. Он пытался увернуться все в тот же проулок, но шансов не было. Стреляли и сзади метров с 4 и сбоку, практически в упор. Потом выяснится, что расстреливали Бонтате Пино Греко Скарпуцедда и Джузеппе Лукчезе Лукиседду. На подмогу двум киллерам мчались и другие, но, со слов Джузеппе Маркези, их участие не понадобилось. Двое киллеров зажали принца Виллы Грация так удачно, что свой 15-зарядный пистолет он не успел даже достать. Так что в этот вечер на вилле Микеле Греко тоже гуляли, отмечали, правда, не рождение Сокола, а его смерть. А на следующий день не произошло абсолютно ничего. Не собралась комиссия, Рину не объявили вне закона, простые солдаты Козы Ностры не взбунтовались, на похороны Бонтате из 120 человек его клана пришли всего 8. Как потом с горечью сказал, почти прокричал Сальваторе Канторна, потому что они его продали. Продали его кровь. Erano tutti gente venduta, perché a Bondone ammazzavano così, no? E stanno venduto il suo sangue. Questi sono i signori mafiosi della nostra famiglia. Канторна, наверное, имеет право так говорить. Он-то на похороны пришел, хоть и был в розыске. А что до остальных? Любое обвинение будет справедливо. Да, предали и да, продали. Но вот почему? Боюсь, все просто. Если одному завидуют, а другого боятся, только от желания этого второго зависит, когда загрызут первого. Ну а Рине Бонтате только мешал, как, впрочем, и все, кто имел в Коза Ностре хоть какой-то вес. Не прошло и 3 недель, как убили другого большого босса Сальваторе Инзерилла. Бронированная машина, доставшаяся после смерти Бонтате, ему и тут не помогла. Он просто не успел в нее сесть. А потом мафиозная война покатилась лавиной. Журналисты и историки сбились со счета, число погибших в ней по разным оценкам от 400 до 1000. Впрочем, к Стефано Бонтате это не имеет уже никакого отношения. Очень скоро ничего не останется не только от него самого, но и от всей их честолюбивой семьи. Как воспользуется плодами своей победы Риина, будет в одном из следующих видео, а здесь скажу лишь, что государство может позволять очень многое тому, кто делает ему удобно, но никогда не закрывает глаза на тех, кто пытается его шантажировать. О гибели младшего сына Дона Паолино Бонтате, Джованни, смотрите в следующем видео канала «Однажды в Италии».